Здравствуйте, мои подписчики! Добрый день всем еще не подписавшимся. Эти следки я связала себе в круговую, а вторые следки решила связать с отдельной подошвой, чтобы не делать лишних движений. Буду вязать следки из желтой, когда-то это был шерстяной костюм, меланжевой и бежевой нитей. Для 42 размера ноги набираем на круговые спицы 40 петель. 2, 3, 4, 5, 7, 38, 39, 40. Вяжем платочной вязкой лицевыми петлями 18 рядов. Последнюю петлю изнаночной разворачиваем, снимаем кромочную, лицевые. Это и есть платочная вязка для тех, кто не знает. Очень удобно, чтобы не вязать изнаночные петли. Довязываем 18 ряд, сменим нитку на меланжевую. Так, вяжем лицевыми, также платочная вязка. Отрежем нить, завяжем кромочную изнаночной. Последнюю петлю изнаночной. Третий ряд кромочная, 11 лицевых, 1, 2, 9, 10, 11. Добавим нить, вяжем с дополнительной нитью 16 лицевых, 1, 2, 15, 16. Вяжем без этой нити 11 лицевых, 1, 2, 11, кромочная. Кромочную снимаем, 12 лицевых, 2, 3, 10, 11, 12. Провяжем с дополнительной нитью 15 лицевых, 1, 2, 14, 15. Оставим нить, 11 лицевых, 10, 11, кромочная. Кромочная, 12 лицевых, 2, 3, 10, 11, 12. Добавим нить, провяжем с дополнительной нитью 16 лицевых, 1, 2,
15, 16. Нить убираем, вяжем оставшиеся петли. 1, 2, 10. Кромочная. Принцип понятен, да? Мы укрепляем пятку. Провязали 10 лицевых без этой нити, значит, вяжем эти же 10. 1, 2, 10. И вяжу эту с дополнительной нитью 11. Добавляю дополнительную нить. Вяжу вот в среднем у нас в середине 16 петель. Вот мы их вывязываем. С дополнительной нитью 1, 14, 15, 16. Оставляем дополнительную нить, оставшиеся лицевыми. Тоже платочная вязка. Вот с этой нитью провязываю без дополнительной нити и добавляю ее в следующей петле. Принцип ясен. Вяжем таким образом еще 10 рядов. 15 рядов меланжевой пряжи провязала. На 16 ряду закрываю полотно. Петли сильно не затягивайте, чтобы подошва была не стянутой. Так, с петлей добавочной, можно без. Обрезаем нить. На изнаночную сторону ее. Закрыли полотно. Переходим на желтую с бежевой нити. Вяжем вверх носка. Здесь у нас будет начало. Так, 7-я петля сверху. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 петель набираем воздушные. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Еще когда вязала следок для себя, придумала, как
я буду вязать раздельно вверх и подошву. В круговой носок следок меня не устраивает. Придерживаем нитку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Разворачиваем вязание. Вяжем платочной вязкой, лицевыми. 1, ой, 2, 3, 4, 6, 7. Восемь, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Последняя петля изнаночной. 10. Разворачиваем вязание. Вяжем лицевыми. На спицах у нас по 10 петель. Вяжем таким образом платочной вязкой 22 ряда. Провязали 26 рядов платочной вязкой. На спицах также по 10 петель. Закроем на 13 гребне. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 2 петли, одну по лицу, вторую по изнанке. 27 ряд я уже начала вязать. Две петли разворачиваем для наклона влево, провязываем вместе лицевой, последняя изнаночная. Две петли вместе лицевой, изнаночная. Провяжем 3 ряда без убавлений. На спицах по 9 петель. 3, 4. Провязали 3 ряда. Нить можно обрезать. С верхом закончили. Приступаем к вязке низа подошвы. Начинаем с этого угла. Петли верха перевела на круговые спицы. Так удобнее. Не выпадут спицы. Набираем петли низа, начиная с той же кромочной, откуда набирали петлю верха. 1, 2. Набираем за задние стенки кромочных петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1. Так, затягиваем петлю, чтобы не было дырок.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Туда же, откуда набирали петлю вверха. 10. Так, следующую петлю набираем с петли верха за заднюю стенку и протаскиваем ее через нижнюю 10-ю петлю. На спицах 10 петель. Разворачиваем вязание, снимаем кромочную, вяжем лицевыми. Платочной вязкой. Последнюю петлю снимаем, не провязывая, нить перед петлей. Провязываем за переднюю стенку кромочной петли верха, изнаночной. Разворачиваем вязание. Протаскиваем. Ой, надо ее закрепить. Через петлю первую. Последнюю петлю снимаем, не провязывая. Провязываем лицевой следующую петлю верха. Протаскиваем через нижнюю. Лицевыми. Не провязанный снимаем петлю, нить перед петлей, следующая петля верха, изнаночной. Разворачиваем. Так, получается вот такая вот косичка, шов, который сшивает вверх снизу. Добавим нить для укрепления подошвы. Косичку будем вязать без добавочной нити, чтобы косичка не получилась грубой и толстой. Перед последней нитью нить убираем третью, вяжем без нее, снимаем на правую спицу, провязываем следующую петлю верха лицевой, протаскиваем через нижнюю, через петлю косички, разворачиваем, снимаем кромочную, вяжем одну петлю без добавочной нити, добавим нить, дальше вяжем с добавочной. Так, нить отставляем, третью, провязываем без нее следующую петлю верха изнаночной, разворачиваем вязание, протаскиваем через петлю косички.
Провязано 6 рядов. На спицах по 10 петель. Провяжите еще 18 рядов платочной вязкой без убавления, сшивая низ с верхом слитка. Не показала. В начале лицевого ряда также вяжете без дополнительной нити первую петлю лицевой, добавляете нить и вяжете дальше уже с добавочной нитью. Провязали 24 ряда, меланжевой нити у меня закончилась. Вяжу той же, что и наверху, желтой с бежевой. На 12 гребне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Закрываем по лицу одну петлю, вторую по изнанке. Лицевая. Добавим третью нить. Две петли вместе лицевой с наклоном влево. Снимаем петлю на правую спицу, отставим нить, следующую петлю верха лицевой, протаскиваем через петлю косички, разворачиваем, снимаем лицевой, добавим нить, также лицевыми, по изнанке предпоследней 2 петли одной лицевой с наклоном влево. Снимаем петлю, нить дополнительную отставим, вяжем без нее, изнаночной, протаскиваем через петлю косички, провязываем лицевую без добавочной нити, добавим нить, вяжем еще 5 рядов без убавлений. Довязываю 5 ряд. Нить третью добавочную можно отрезать. Так, теперь кромочную низа, вот она, и кромочную верха провязываем вместе лицевой перекрученной. Так, и будет она у нас наверху. Чтобы не запутаться, петли косички будут наверху. Следующий ряд будет изнаночным. Вот мы закончили на лицевом. Будем чередовать изнаночные и лицевые ряды. Изнаночный. Кромочную верха, вот она. И кромочную низа
Провяжем вместе. Так, сначала для этого провяжем кромочную верха. Так, развернем кромочную низа. Две петли вместе, лицевой. Так, ее тоже наверх. Изнаночными. Ряд еще не закончился. Вяжем круговую, как вы уже поняли. Лицевая перекрученная. Следующий ряд лицевой. Провяжите еще 3 ряда без убавлений. Теперь посчитаем петли. Лицевые перекрученные не считаем. 3, 6, 8. 3, 6, 8. Лицевая перекрученная. 3, 6, 8. 3, 6, 8. Теперь будем закрывать в каждом ряду по обеим сторонам от лицевых перекрученных. Две петли вместе, изнаночной. Затягивайте, чтобы не было дыр. Две петли вместе, изнаночной. Лицевая перекрученная. Две петли вместе, изнаночной. Две петли вместе, изнаночной. Лицевая перекрученная. Две петли вместе с наклоном вправо, лицевой. Лицевые. Убавляйте в каждом ряду, пока на спицах не останется по 2 петли плюс 2 лицевые перекрученные. На спицах по 2 петли плюс 2 лицевые перекрученные. Примерьте носок, а я сверю со вторым носком. Прекрасно. Можно закрывать. Что интересно, тютелька в тютельку хватило этой нити. Нить отрезаем. Протягиваем через все петли.
Стягиваем нить. Прячем все нити на изнаночной стороне. Нитки меланжевые не осталось для сшивания подошвы. Ну, использую эту нить шерстяную. Так. Косичка вот за стенки. Здесь получается задняя стенка, здесь передняя стенка. Слитки готовы. Что хорошо в этих слитках, верх не надо перевязывать. Прохудились носки, перевязывайте только подошву. А это будет основой на долгие годы, я думаю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо за поддержку. Всего хорошего.